Так как у нас все-таки челка-шторка получилась, мы делаем какое движение? От лица, Волшебное да. движение от лица и только чуть-чуть кончики с той стороны, да, опускаем. Почему? Потому что здесь волос растет не густо у лица, поэтому много мы делать не будем. Чуть-чуть, опять же, выворачиваем и делаем челку-шторку, да? Вот так, чтобы она туда потом, если что, легко заворачивалась. Вот, все, теперь мы начинаем подтягивать все на затылке, поднимаем и прорабатываем. Понятненько. Да. Нам это надо для того, чтобы смягчить вот эти линии среза. Волос такой достаточно прямой, да, получается, плюс обесцвеченный. Вот, и нам надо размыть наши линии среза. Поэтому мы делаем филировку, но в пределах разумного. Иду я все равно по линии, постепенно передвигаюсь с одной стороны на другую, опять же опускаюсь, я не должна ничего забыть, то есть все я должна проработать. Здесь, если я сюда делала, да, то теперь я поворачиваю ручку сюда делаю. То есть к центру все, видно? Почему я делаю к центру? Чтоб лежало хорошо. Потому что мы тянули все в плоскость, наверное, поэтому, да? Ну, у нас, во-первых, здесь волосы растут как-то вот как-то сюда, здесь получается волна, изгиб, да? И вот чтобы вот эту волну нам смягчить, мы тянем к центру. И потом у нас удлинение идет все-таки к лицу, поэтому мы отворачиваем от лица. Понятно? Это все тяну к центру. И сюда тоже удлиняю к центру. Здесь я уже не выворачиваю, по прямой, да, пальцы держу. Поднимаю центр и опять же прошлась. Обязательно надо как ложаться. Здесь вот у нас самая же короткая часть по центру. Поэтому смотрим. Лучше? Лучше. Но я длину не убираю. Вот тут чуть-чуть размыть. Видно, ложится уже, да, будет прям чудесно, да? Супер. Теперь ровненько голову. Ну да, все у нас отлично ложится. Еще раз для камеры. Корневой слайсинг называется. Прямыми ножницами, да? Прямыми ножницами. А вы заметили, что я взяла филировочные? Нет, я только сейчас Уже обратила все внимание, стрижки какие. у нас все, как правило, делаются прямыми ножницами. Крайний случай у нас вот филировки, это если волосы, переход идет кудрявых в тушевку, да, то есть надо размыть этот переход, чтобы делать мягче его. Тогда мы используем филировочные. А так все время прямые. Видно. Очень половина голову появилась. Видишь, как? Нет, чуть-чуть увидишь себя? Сбоку, видишь? Пошла линия, как я хотела, да? Вот, значит, чтобы она у тебя ложилась потом туда лучше, что мы делаем? Мы чуть-чуть берем волосы, от лица поворачиваем. Да. И с этой стороны, да, совершенно верно. Я делаю по краешку. Куда человек хочет носить, да, на ту сторону и выворачиваем поясинг. Не, раздевайтесь, присаживайтесь. Нет, конечно, если хотите, можете погулять. А то здесь у нас душно, на самом деле. Можете там. Да, как вы работаете душно? Нет, у вас можно пока. просто дверь открыть. Откройте нам, пожалуйста, да, дверь. Совсем Вот, но так как, насколько поняла, Ольга не любит сильно легкие волосы. Да, Ольга? Вот, поэтому делаем это совсем немножко, для того, чтобы перевести вот просто линию. То же самое с этой стороны. То есть я беру, опять же поставила пальчики, видно? Да. Свою линию вижу и
Пошла я. Но с этой стороны делаю. Мгм. С внешней. А если на лицо, тогда наоборот. Выворачивать. Мгм. Лицо можно прям. Мгм. Да, вот этот прием тоже я, кстати, не знала. Вот таким образом челка штука делается. Выворачивается. Мгм. Она уже будет легче ложиться в эту сторону, куда надо Да, клиенту. она когда ее будет Мгм. укладываться, она будет вот сюда Мгм. Да, переворачиваться. супер. Вот. И здесь вот у нас, так как мы делали все-таки градуировку, да, Мгм. линия достаточно тяжелая. Угу. Мы ее поднимаем, находим. Угу. И немного, да, потому что мы работали его несколько раз, чтобы она не не Сильно. кончилась. И Угу. чуть-чуть, опять же, немного. Основное условие филировки. Прядь отчесываем гладко, край должен быть отчесан гладко, ножницы держим перпендикулярно пальцем для правильного вхождения ножниц. А, вот так. Ну, это ювелирно, да? Иногда мы стрижки с вами делаем с несведенными зонами. И чтобы сгладить наш переход от одной зоны к другой, мы делаем размытие. Вот сейчас конкретно вот в этой стрижке у нас слишком длинный затылок и все-таки лесенка у лица. И для того, чтобы более длинные волосы не выпадали случайно, мы обязательно вот таким вот методом поинтинг размываем вот эти линии, то есть сводим несведенные зоны. Вот методом филировки этого можно добиться. Сюда также можно добавить слайсинг. Когда вот такой вот тяжелый у нас низ, для того, чтобы облегчить, тоже мы делаем слайсинг. Вот такое вот у нас движение легкое идет, то есть создаем треугольнички. И тогда у нас есть разница. Вот обратите внимание, здесь не обработано, и вот здесь такие вот легкие у нас треугольнички. Смотрим, естественно, делаем все с головой. Просто так ничего не бывает. Вот такие вот треугольнички. Создаем рисунок. И вот основное движение, когда объем вот в этом месте большой, то есть вот посмотрите, если вот объем здесь много, у нас немного косая челка, объем здесь большой. И поэтому, соответственно, у нас есть филировка специальная, то есть она называется скользящим срезом, но делается, как будто рисуется решетка. Смотрите, сначала в одну сторону, а потом мы делаем то же самое в другую сторону. Рисуем решетку. Ножницы должны плотно прилегать к голове. То есть мы рисунок делаем по голове, только тогда у вас будет правильное движение. Таким вот образом мы облегчаем, видите, получается у нас гораздо лучше ложатся волосы. Вы смотрите, если вы видите, что мало, делаем еще. Но не забывайте, что любая филировка может оставить топорики, поэтому все делаем в пределах разумного. И также в другую сторону делаем решеточку. Делаем решеточку до самого конца, потому что объем у нас идет вот по всей вот этой части. Я вам подобрала несколько стрижек, на которых я показываю, как я дорабатываю стрижку, то есть создаю текстуру. Создаю текстуру, облегчаю объем, делаю прикорневой объем. Вы сами понимаете, что мы можем создавать текстуру на разной длине. То есть у нас могут быть короткие, средние, длинные волосы. Вы, главное, должны понимать, на каких волосах и для чего вы делаете. Потому что если у вас очень тонкий волос, то
все-таки, возможно, вам не надо дополнительную филировку. А если волос нормальный и средний, и вы хотите, чтобы он красиво смотрелся, легко ложился, исправить вихры, приподнять где-то объем, убрать лишний объем, то вы используете разные методы филировки. Вот посмотрите сейчас, да, я только что филировала, делала поинтинг на расческу, а теперь я делаю поинтинг на пальцах. Этот понтинг, он не отличается друг от друга, просто это удобство. То есть как вам больше удобно, так вы и делаете. Если вы хотите на затылке изгибать спину себе сильно, то можете делать и на пальцах. Я делаю на расческе для того, чтобы более ровно стоять и напряжение на спину, нагрузки было меньше. Дальше мы с вами, видите, когда делаем объем на макушке, мы подтягиваем все к центру со всех сторон. Естественно, и с затылка, и с боков, и с лица мы подтягиваем все к самой короткой части, то есть к самой короткой макушке. То есть вот к этой зоне мы все подтягиваем. Только в этом случае вы тогда создадите объемную коротенькую макушку. Дальше, если вы делаете прикорневой объем, вот сейчас я вам буду его показывать, не забывайте о том, что ножницы, главное в этой технике, не закрыть. Вы как бы выщипываете по маленьким волосочкам. Там, допустим, 2-3 волосочка у вас, но ни в коем случае вы не подрезаете, чтобы не было пенечков. И мы с вами делаем эту прикорневую филировку не абы как, а опять смотрим, где нам надо ее сделать. Ну и что касаемо челки, не всем идут сильно филированные челки. То есть, когда мы делаем глубокую филировку, челка получается рваной. Но существует филировка только по кончикам, вот не глубоко. Делаем для тяжелой челки. Как видите, вот когда у вас сильный объем, это вот следующая стрижка, я вам показываю, мы делаем слайсинг. Особенно, когда людям, вашим клиентам, не нравится объем за ушами. Вот таким вот образом мы с вами также делаем текстуру, облегчаем. И видите, делаю я поверхностный слайсинг для того, чтобы сделать более текстурный, то есть более рваненькие концы. Как видите, на этой стрижке я также использую поинтинг для того, чтобы размыть линию среза. Волос у данной модели очень густой, поэтому хотелось бы, да, еще и кудрявый, поэтому она все время вытягивает их. И эта филировка дает возможность легче вытянуть волосы в домашних условиях. Вот таким скользящим срезом вывожу. Теперь после этого мне, естественно, надо это все дело облегчить. Я буду глубоким Поинтингом. То есть называется, может быть, даже это укол, кто был со мной на методах филировки. Кто не был, пожалуйста, приходите, посмотрите. Видите, челка, мы с вами очень аккуратно работаем, чтобы нам не сделать все-таки дырок, а сделать просто более легкую линию. Аккуратно. Здесь я оставляю, потому что это всегда могу проработать. Сюда я поднимаю к центру, то есть к нашему пробору. И глубокой филировкой облегчаю концы. Опять же кладу, смотрю, как это выглядит. Потому что мы всегда должны видеть, как у нас ложатся волосы. Делаем с вами маленькие треугольнички, то есть слайсингом. Смотрите, чтобы был красивый переход. Не переборщите. Берите именно там, где действительно это требуется. Делаем вот такими вот слайсингом, треугольничками. Вот обратите внимание, ложится мягче. Хочу еще мягче, значит, соответственно, поднимаю сюда к центру и по кончикам делаю более мягкий срез. Обратите внимание, как получается теперь мягко, объема теперь вот этой густоты, которой была, нет. Дальше мы с вами прорабатываем все так же с помощью метода филировки. Смотрим, как ложится. Вы помните, что здесь я хочу плотность оставить на затылке. Только убрать объем и сделать более легкий у лица и на макушке. Сначала прорабатываю, видите, то, что у лица.
Обратите внимание теперь, какая линия получилась у нас мягкая. Если надо, еще чуть-чуть доделываем. Количество вы контролируете сами. Смотрим опять, как у нас здесь. Аккуратно отделяем, чтобы нам не зарезать длину, нашу теменную зону. Отводим к центру. Делаем глубокую филировку. Отпускаем. Смотрим, где у нас требуется. Слайсингом прорабатываем. Не забывайте, что мы можем с вами к центру вот эту вот верхушечку, нашу теменную зону подтянуть. И опять же глубоким понтингом прорабатываем. За счет этого у меня получается короткая часть сверху, такая достаточно пушистая и объемная. Смотрим по густоте, по длине, чтобы у нас с вами лево-право было одинаково. Помните, мы хотим тяжелую линию внизу, но все рваное здесь. Поэтому мы с вами берем наши пряди. Не забывайте, что мы работаем еще с вами с зоной над ухом. У нас с вами тяжелый срез внизу, но более легкий рваный выше. Опять же глубоким поинтингом, либо как мы его называем, точка, прорабатываем. Поднимаем, теперь переходим уже к затылку. Поднимаем наши волосы все к центру. Так же, как делали на противоположной стороне. Смотрим, как это выглядит. Понимаем, что если надо еще делаем. Если нет, переходим выше, к макушке. Переводим нашу линию на макушку. Опять же, поднимаем. Поднимаем опять нашу затылочную зону. Височно-затылочную уже. За счет этого среза у нас макушка еще станет более пушистой, более короткой. Смотрим с вами, как это выглядит по плотности. Видите, у нас тут получились синенькие пятна. Давайте их тоже проработаем чуть-чуть, чтобы они у нас были более рваные. Видите, я здесь уже по кончикам иду, чтобы у нас их поменьше осталось. Просто такое что-то у нас игривенькое получается. Видите, таким вот образом я их размываю. Свести нашу теменную зону опять же к макушке, потому что у нас макушка это самая короткая часть. Мы все подтягивали к ней и все глубоким поинтингом прорабатывали. У нас она раскладывается, да, видите, вот у нас наша макушка, вот она растет, поэтому я просто немного под макушку ей придам пышности, что дает мне вот эта прикорневая филировка, то есть прикорневой слайсинг. Она легче сможет поднять эту зону. Немножко, вы помните, слайсинг делается совсем немножко, то есть мы не оставляем пеньков внутри. Смотрите, мы с вами очень много сейчас делали филировки, да, потому что нам бы надо было придать вот эту текстуру, да, создать вот эту легкость. Поэтому обязательно выдуваем все волосы. Мы второй раз с вами, как правило, женские стрижки не моем, моем только мужские. Поэтому выдуваем очень хорошо.